в Испании ужесточают то количество промилле, которое у вас может быть в крови и в выдыхаемом воздухе, и сколько вы можете, условно говоря, легально выпить алкоголя. Сейчас ужесточение будет в том, что можно выпить не больше бокала сухого вина или там бокала пива. Раньше было 0,5, по-моему, сейчас 0,3 делают. Вот, ужесточение происходит, потому что алкоголь за рулем приводит к большим количествам дорожно-транспортных происшествий. Ну, честно говоря, я не думаю, что это остановит испанцев, потому что здесь культура питья в том, что можно выпить и поехать. И это прям национальная культура. Ровно как и в Бельгии, ровно как и во Франции, думаю, в Италии. Я в Бельгии видел, как люди знатно выпивали. Ну, явно больше, чем положено. И чуть ли не в одном баре сидели вместе с полицейскими. И потом выходили после обеда, пиво выпивали. Выходили после обеда, садились за руль и ехали. В присутствии полицейских. Полицейские видели, что те пили и ехали. Но, в отличие от России, я видел Бельгия очень такой действенный рейд. То есть автострада, автобан. И, допустим, съезд к городку какому-нибудь. Я жил в одном месте, работал в другом месте. Вот нужно съехать к городку. И вот на этом съезде с автомагистрали, потому что там есть полоса и, соответственно, уширение, стоят 5 или 10 сотрудников полиции, экипажей, а может быть и больше. И сплошная проверка, то есть останавливают всех подряд. Вот буквально бах, остановили 20 машин. Проверяют. То есть, если есть признаки алкогольного опьянения, красные глаза, затрудненная речь, запах изо рта, ну, вы все их знаете, тебя будут оформлять. То есть, идея этих проверок в неизбежности наказания. Вас остановят большой группой, то есть, вот они 20 машин остановили, быстренько отсортировали тех, кто объективно без явных признаков отпустили, те, кто с признаками, типа на дальнейшие процедуры. И вот так они раз, прям большими кусками останавливают. Есть шанс прорваться. То есть они остановили столько машин, сколько инспекторов, остальные проезжают. Но есть шансы не прорваться, потому что тебя тоже могут остановить. И идея в том, что там рано или поздно вот такую сплошную проверку ты попадешь. И если уж тебя поймают с запахом, то вкатают такой штраф, что желание пить отпадет на полгода. Ну, просто с тебя денег возьмут, как там, 100, 200, 300 бутылок вина. Вот так вот. То есть, именно доказывается, что рано или поздно ответственность за алкоголизм к тебе придет за рулем. Вернее, за употребление алкоголя за рулем придет. Неотвратимость наказания, вот что бельгийские полицейские демонстрируют. Таких проверок в Испании я еще не видел, но я и не езжу здесь на машине. Но я думаю, что если испанские полицейские ловят самокатчиков за то, что они ездят с наушниками в ушах, что запрещено, то, наверное, и пьяных за рулем они тоже ловят. Не знаю, столь же эффективно, как бельгийцы или нет, но ловят. К вопросу об алкоголе. Раз я рассказал о водителе, расскажу уже и о себе. По-моему, это был где-то 2007 год. Я покушал, сел за руль и поехал по улице Красной. Меня останавливают за превышение скорости. И сотрудник полиции говорит: ты пьяный. Я говорю: нет, я не пьяный, я только что поел. Дело в том, что при определенных кондициях здоровья, допустим, когда есть проблемы с поджелудочной железой, может быть запах перегара изо рта. Особенность-то, когда ты давно не ел или только поел. Вот этот запах, он не связан с алкогольным опьянением, связан с тем, как работает поджелудочная, работает инсулин и вообще пищеварительная система.
Нет, он говорит, ты пьяный. Я говорю, хорошо, пьяный, пьяный. В общем, я им объясняю, я только поел, все такое. Нет, пьяный, все. Поехали оформляться. Это было красное и одесское, наверное, или красное и бабушкина где-то. А нужно было оформляться и ехать на Мира и Гудима в Краснодаре. И они меня уговаривают, два полицейских, они уговаривают по принципу, что вот мы сейчас типа поедем тебя проверять, если ничего не найдем, то даже за скорость не будем тебя оформлять. Один полицейский садится, тогда еще была милиция, один садится ко мне как пассажир, то есть они не отстранили меня от управления, они мне разрешают ехать за рулем своей машины туда вот на свидетельство на Мира и Гудима. А второй как бы за рулем своей машины едет впереди. Вот они меня таким конвоем везут. Один рядом со мной как пассажир, другой в своей машине полицейской. Приезжаем мы туда на Мира и Гудима. Чуть-чуть небольшая очередь. Заходим к врачу. Я же помню, что они могут подкладывать ватку или там какие-то, в общем, делать шарики со спиртом. И когда ты выдыхаешь, получается, что много алкоголя. То есть я внимательно осматриваю, что нет никаких в этом мундштуке посторонних предметов, что сам мундштук не облит, ну, в общем, новый, чистый, без запаха алкоголя, что нету никакой фальсификации. И я, значит, дую в этот аппарат. Дую, и помню, там нули. Все в шоке, полицейские больше всего в шоке, как нули. Ну, врач говорит, ну ладно, окей, хорошо, берет другой аппарат, говорит, ну, тот заглючил, наверное. Он тот перезагружал, ну, думает, нет, дам другой. Дает мне другой аппарат. Я опять же проверяю, что ничего нет лишнего, постороннего вот в этом мундштуке, чтобы там сымитировать, как будто я пьяный. Потому что я же выдыхаю воздух, он меряет количество спирта. Что если подложить ватку со спиртом, то будет, что я пьяный. Я все проверил. И он типа вот выдыхай, я выдыхаю, чуть ли не сознание теряю. И тоже нули. И я помню, как вот этот чек распечатался. И врач показывает полицейскому, говорит, у него нули. А тот такой удивленный, то есть это уже больше часа происходит. Удивленный такой, типа, а как же, у него же запах изо рта есть. Я говорю, так я же объяснял, что я только поел, и у меня предрасположенность к инсулинорезистентности, плохо поджелудочная работает из-за наследственности. Вот бывает такой запах. И врач говорит, да, такое бывает. И я с этим нулевым чеком выхожу. И они такие, подожди, а как же скорость? Я говорю, ну, ты же обещал не оформлять. Иди. И ушел я, не было никакого протокола. Были случаи, когда много-много раз меня провоцировали на дачу взятки. И случаи, когда я был виновником ДТП небольшого, и аварийный комиссар не хотел рассматривать мои документы очень долго, и буквально целый день нас хороводил, чтобы получить взятку. И случаи с получением материнского капитала. Но эти все случаи, да, тоже сотрудник социальной службы прям демонстративно откладывал мое дело, показывая, что ему нужно позолотить ручку. Но в этих случаях, чем грамотнее юридически становился, тем больше я находил способов решать вопрос в свою пользу без дачи взятки. То есть дача взятки практикуется в России именно потому, что законы очень плохо написаны, а правоприменительная практика такая, что вот этот конкретный чиновник, он себя считает в своем праве, жаловаться сложно, потому что это коррупционная вертикаль, и люди наши боятся жаловаться, не любят жаловаться, боятся, что если они пожалуются, то и вообще ничего не получится. Им проще дать взятку. Иногда действительно проще. Но я все равно, еще раз, неоднократно могу вам повторить, это худшее из возможных, но, к сожалению, неизбежное.
действия в России. Если вы будете юридически грамотными, такими как я, то вам не придется давать взятки. Потому что я вам рассказываю случаи, которые со мной происходили 20-25 лет назад. Чем более грамотным я становлюсь, тем меньше у меня возникает необходимость сдавать взятки. Как в России, так тем более в Испании. Во-первых, здесь нету бытового взяточничества, ну вот в тех масштабах, которые они есть в России. К вопросу о парковочном инспекторе, мне рассказал этот случай один из русскоговорящих. И когда я спросил, и в конечном итоге ты дал взятку? Он говорит, нет, меня просили дать что-то там 20 евро. У меня не было 20 евро, а была только карточка. А взятку карточкой пока испанские парковочные инспектора не умеют брать. То есть просто не было налички, и инспектор и не оштрафовал, и не получил взятки, а просто отпустил. Вот тот известный мне случай, который мне рассказали, что прям провоцировали на дачу взятки, закончился никаким не преступлением. Просто никому ничего не дали. Ну, наверное, было бы эти 30 евро или сколько там заплатили, не знаю. Ну вот, то ли человек специально сказал, что у него нет налички, то ли правда не было налички. То есть этот случай взяточничества я не знаю. Вам нужно подписаться сейчас на меня, поставить лайк, написать комментарий, расшарить эти мои истории со своими знакомыми, потому что я на своем примере доказываю, как я вырос от человека, который хотел и давал взятки, потому что был юридически безграмотен и сильно напуган, до человека, который уже в другой стране, не владея местным языком в достаточной степени, нашел способы решать свои ситуации, не давая взяток. Вот. Спасибо. Всем пока.